Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук так очевидно ревнует. И Тэхён это знает. Девятое место. А вы видели, как умеют смущаться кролики? Теперь видели. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Осторожно! Сливы новой песни Вигу. Спойлеры о том, чего ожидать в марте». Читайте на свое усмотрение. Мое мнение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Возвращаемся в привычный ритм. Ох уж этот москитик. Седьмое место. Чонгук всегда без подушки, и причина, почему же так повелось. Шестое место. Поведение пары. Эти руки на этих плечах или этой талии очень правильно ощущаются. Ищем совпадения. Пятое место. Тэхён всегда находит очаровательным то, что делает его мальчик.
4 место. Забота. Поддержка Чонгука, которая самая необходимая. Третье место. Новости. Обновление Instagram Эль Корея. Раньше я чаще видел ночные пейзажи Парижа, а дневные оказались теплее. От апартаментов Коко Шанель в отеле Риц, где останавливалась Габриэль Шанель, до самой души духов Шанель, лаборатории парфюмерии Шанель, мы провели с Чонгуком полдня в Париже, где наследие духов Шанель естественным образом проникло в его мир. Как сказать, что Чонгук хороший человек, не говоря этого? СМИ пишет, бразильянка в возрасте около 30 лет была арестована за преследование Чонгука. 4 января полицейский участок Йенсен в Сеуле сообщил о задержании женщины, обозначенной как госпожа А, по обвинению в нарушении закона о наказании за преступления, связанные со сталкингом. По данным полиции, она приблизилась к месту проживания Чонгука в районе Йенсен-ГУ и устроила беспорядок, забросав территорию его дома почтой. Это было не первое правонарушение с ее стороны. В прошлом месяце госпожа уже дважды задерживалась за посещение дома Чонгука. После этих инцидентов представители артиста подали официальный запрос на вынесение судебного запрета на приближение и любые формы контакта. Полиция планирует детально расследовать все обстоятельства произошедшего. Доза мелоты вам. На лестнице перед культурным центром Сёджин в Сеуле появились масштабные инсталляции и графические элементы, которые связаны с символикой камбэка группы. Центр Сёджин – официальное культурное учреждение национального уровня. Любые инсталляции, надписи или визуальные изменения на лестнице и прилегающей территории невозможны без согласования с администрацией центра и городскими властями Сеула. Процесс получения такого разрешения занимает время и требует четкого обоснования проекта, поэтому появление подобных объектов указывает на два вероятных сценария. Либо это официальная инициатива компании, связанная с возвращением группы, что более вероятно. Либо это деятельность большой и организованной группы фанатов, прошедшей весь административный путь легально. В любом случае, речь идет не о спонтанной акции, а о согласованном проекте, что делает происходящее особенно показательным на фоне уже скорого возвращения группы. Сеул уже вовсю готовится. Дальше и мир начнет масштабную подготовку. Выиграл генетическую лотерею.
Тэхён очаровал публику на обложке Vogue Japan за февраль 2026 года, вдохновленный кинематографом 90-х. 2025 год, возможно, показался фанатам тихим, но для меня он был очень насыщенным, поделился Ви, подчеркнув вдумчивую работу за кулисами во время перерыва в деятельности группы. Его слова подчеркивают стремление как к художественному совершенствованию, так и к эмоциональной устойчивости по мере его возвращения в центр внимания. Тэхён поделился своим видением на предстоящий год. Признавая, что он еще не достиг своего наивысшего потенциала, он подтвердил свою приверженность тому, чтобы стать непоколебимым человеком, способным оправдать ожидания тех, кто ему дорог. Это сочетание смирения и амбиций задает тон для развивающейся роли Ви как индивидуального артиста и участника группы, поскольку группа вступает в свою следующую главу. Самое время вспомнить прекрасные моменты прошедшего года. Бразильская развлекательная СМИ опубликовала свой список Top Gotos de 2025. Термин «Gotos» на бразильском-португальском языке обычно используется для описания красивых и привлекательных мужчин, и этот рейтинг отражает популярность, общественный интерес, вовлеченность поклонников и культурное влияние, а не является официальной или конкурсной наградой. В списке отмечены самые красивые, влиятельные и обсуждаемые мужчины знаменитости год. Первое место занимает Чангук, чья мировая популярность, яркая внешность и сильное культурное влияние продолжают доминировать в обсуждениях по всему миру. Его неизменное влияние в музыке, моде и поп-культуре вновь вывело его на вершину, доказывая его непревзойденную привлекательность и влияние в 2025 году. Ким Тэхён занимает 7-е место. Известный своей неподвластной времени внешностью, изысканным стилем и артистической харизмой, Тэхён остается одной из самых почитаемых и уважаемых фигур в мировой индустрии развлечений, заслужив свое место среди самых красивых людей года. Когда он хихикает, мир становится счастливее. Фотография Тэхёна, на которой он запечатлен во время прохождения военной службы, станет самой популярной корейской знаменитостью 2025 года с самым высоким показателем популярности в мире. Тэхён подтвердил свой статус короля социальных сетей, заняв первое место по количеству лайков среди постов корейских знаменитостей в Instagram в 2025 году. Модный новостной веб-журнал Hipba Korea опубликовал список самых популярных постов корейских знаменитостей в Instagram в 2025 году. Самым популярным постом среди корейских знаменитостей стала фотография, опубликованная Тэхёном 23 февраля прошлого года во время его службы в армии. По состоянию на 2025 год посты Тэхёна в Instagram набрали более 10 миллионов лайков, что составляет в общей сложности 7 миллионов, и это также является рекордным показателем. Среди корейских знаменитостей Тэхён единственный, у кого более 10 миллионов лайков. С момента публикации индивидуальных аккаунтов каждого участника группы в Instagram 6 декабря 2021 года Тэхён
продемонстрировал самый быстрый рост числа подписчиков, установив множество новых рекордов. Согласно книге рекордов Гиннесса, Тэхён установил 2 мировых рекорда, набрав 1 миллион подписчиков за 43 минуты и 10 миллионов за 4 часа и 52 минуты. Эти рекорды остаются непревзойденными и спустя 4 года. Тэхён стал первой азиатской знаменитостью, чья фотография его собаки, Йентона, набрала 20 миллионов лайков. По состоянию на 2022 год этот пост занимал 18 место в списке топ-20 самых популярных постов в истории Instagram. Тэхён также занял 5-е место в списке 1000 самых влиятельных инфлюенсеров мира, что является наивысшим рейтингом среди азиатских звезд, и 1-е место в категории «Самые влиятельные инфлюенсеры». Чонгук, ты знаешь, что нас заводишь? Вевос упал после анонса мирового тура BTS и их полноформатного альбома. 5 января агентство объявило через Вевос, что BTS выпустит 5-й полноформатный альбом из 14 треков 20 марта. Это первый альбом группы за почти 4 года. Также был анонсирован мировой тур, детали которого станут известны 14 января. После новости платформа Вевос временно перестала работать из-за наплыва пользователей. Фанаты активно обсуждают предстоящий релиз и тур, волнуясь о билетах и радуясь большому количеству треков в альбоме. Группа завершила военную службу и готовится к полноценному возвращению. Это привычка Тэхёна, ох. Тэхён поделился забавным и видео, и новогодним посланием для фанатов. Ким Тэхён встретил 2026 год со словами благодарности и легким юмористическим видео. 1 января по корейскому времени Тэхён опубликовал сообщение, в котором поблагодарил поклонников за поддержку в 2025 году и выразил надежды на грядущий год. «Всем, кто меня любит, спасибо за все, что вы пронесли и пережили в прошлом году. В наступающем году давайте найдем время, чтобы создавать по-настоящему важные моменты, воспоминания, которые мы сохраним в сердце. Я люблю вас всех. С Новым годом!» Кроме того, Тэхён поделился забавным видео, обработанным искусственным интеллектом. На нем участники группы представлены в неожиданном брутальном образе, с густой растительностью на лице и груди, что вызвало смех у фанатов. На протяжении многих лет Тэхён не раз выражал интерес к отращиванию щетины и часто делился с поклонниками фотографиями с легкой небритостью. Независимо от его выбора, будь то полноценная борода, щетина или гладко выбритое лицо, очевидно, что он выглядит великолепно в любом виде. Недавно, в свой 30-й день рождения, Тэхён опубликовал фотографии с участниками BTS и подписал: «Я был очень счастлив, потому что участники группы и друзья так заботились обо мне». Шикарный эдит.
интеллектуальная собственность BTS и ее влияние на музыкальную индустрию и фондовый рынок. В музыкальной индустрии возвращение BTS считается главным событием 2026 года. А споры о том, стоит ли выпускать альбом в связи с возвращением или лучше вообще повременить, не прекращаются ни на минуту. Камбэк встряхнул не только кей-поп-индустрию, но и фондовый рынок. И несмотря на все риски, связанные с делом председателя Бан Шихёка, акции HYBE подскочили на 9% после сообщения о мировом туре и прогнозируемом доходе более 1 триллиона вон. Возвращение самой популярной в мире мужской группы, покорившей мировую сцену, станет самой обсуждаемой музыкальной темой 2026 года. Все задаюсь вопросом, смогут ли они начать новый этап в своей карьере с новой музыкальной историей, еще более прекрасной, чем история прошлого десятилетия. Я даже не буду извиняться. Его смешариковая сущность рвется наружу. Нам реально нужно озвучивать тот факт, что Чонгук настолько обаятельный, что захапал себе вот этого 178-метрового парня, или просто промолчим? О нет, друзья, смотря на это, я превращаюсь в отнюдь не самого благочестивого человека. Скучаю по ним во время обычного расписания. Реклама Тэхёна для курорта Парадайз-Сити, транслируясь на больших экранах в центре площади. Компания Feel Your Paradise запущена 30 ноября 2025 года, где Тэхён выступает новым амбассадором интегрированного курорта в Инчхоне, подчеркивая темы роскоши и отдыха через сцены с Тэхёном в живописных локациях. Смотрите, какой он драгоценный. Статья. В честь дня рождения Тэхёна в Версале появилась именная скамья. Для празднования дня рождения Тэхёна глобальное фан-сообщество
установила скамью с его именем в саду Большого Трианона в Версальском дворце, Франция. Это необычный случай, когда имя артиста официально выгравировано на объекте всемирного культурного наследия. В настоящее время Версальский дворец проводит благотворительную кампанию по реставрации статуй, скамеек и деревьев в своих садах. Согласно официальному письму Версаля, это первый случай с начала кампании в Трианоне в 2014 году, когда дань уважения была отдана международному артисту или знаменитости, не являющемуся гражданином Франции. Это делает событие глубоко символичным для самого дворца. Выбор фанатов пал на Версаль по понятным причинам. Париж – это место, где Тэхён отметил начало своей новой карьеры, посетив модный показ в качестве первого официального мероприятия после завершения службы. Также Версальский дворец стал местом съемок музыкального видео «Winter Ahead», которое вышло, пока он был в армии. Поклонники подчеркивают, что выбрали сад Трианон именно из-за этих значимых моментов. Имя Тэхёна теперь официально увековечено в садах Версаля, знаковой европейской достопримечательности и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Солидарность мировых фанатов теперь вписана в ландшафт исторического памятника мирового значения. Кое-что, предназначенное только для Чонгука. Поклонники по всему миру пришли в восторг от фотосессии Чонгука. Журнал «Эль Корио» опубликовал в своих официальных социальных сетях видео с фотосессией для парфюма с участием глобального посла Chanel Beauty Чонгука, сопроводив его подписью «Париж глазами Чонгука» и «Все о парфюмерии Chanel». Встреча двух икон, которые находят отклик в настоящем и прошлом Чонгука, запечатлена в прекрасном видео. В видео Чонгук запечатлен в экзотической и классической атмосфере Парижа, Франция, в своем утонченном и мужественном образе, соответствующем 9 вариантам обложки журнала «Эль Корио». Говоря о сотрудничестве с Chanel Beauty, Чонгук сказал: «Мне нравится Bleu de Chanel. Дело не в навязанной мужественности, а в том, что он выражает то, кто я есть. Это аромат, который естественно раскрывает мое присутствие без необходимости прилагать усилия, поэтому я часто им пользуюсь». Впоследствии упомянутый Чонгуком парфюм был распродан на официальном сайте Chanel, а журнал, на обложке которого он красовался, также доказал свое влияние, вызвав длинные очереди в крупных онлайн-книжных магазинах Кореи после начала предварительных заказов внутри страны. Второе место. Это так интимно. Чувствую напряжение и собственнические вайбы Тэхёна. Моменты, когда не нужно видеть лица людей, потому что ты знаешь, к каким именно двум особенным людям принадлежит этот вид объятий. Первое место. Вот здесь явно видно, что Чонгук сам уселся между ног Тэхёна, и его никто не заставлял.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.